Всем привет! У микрофона Серен, и сегодня мы поближе окунемся в сюжет игры Biomutant. Действие игры происходит на Земле спустя много лет после некого катаклизма. Мир игры умирает. В его центре находится древо жизни, корни пронизывают большую часть мира, поддерживая в нем жизнь. Главных отростков 3, и каждый охраняет могучее существо — босс. На момент действий Biomutant древо жизни уже наполовину усохло из-за действий некой темной силы. В игре будет 3 биома — острова, леса и пустоши. Это большие зоны, и климат в них неоднороден. В пустошах есть ядовитые прерии и пустыни с песком красного цвета. В лесах возвышаются заснеженные горы. Чтобы выживать в разном климате, нужно будет приспосабливаться. Например, надевать теплую одежду, чтобы не замерзнуть в горах. Пройти сюжет можно будет за 10 часов, однако если исследовать все закоулки мира, на прохождение может понадобиться гораздо больше времени. Около 60 часов. Стефан Джунквист, глава Experiment 101, смог ответить на этот вопрос игрокам только примерно, поскольку игровые тесты Biomutant пока ведутся недостаточно долго. Мы сделали упор именно на свободное исследование мира. Игрок сразу может идти практически куда угодно, сражаться с любыми боссами и врагами. Правда, сможет ли он их победить — отдельный вопрос, говорит Стефан в интервью для журнала DTF. Боевая система — нечто среднее между DMC и третьим Ведьмаком. В распоряжении протагониста есть одно холодное и одно огнестрельное оружие. Плюс традиционные для жанра перекаты, также имеются несложные комбо из 2 клавиш. Можно подбрасывать врагов в воздух, делать перекат одновременно со стрельбой и так далее. В игре есть очень развитая система крафтинга. Во время прохождения игрок находит множество деталей для холодного и огнестрельного оружия, рукояти, лезвия, гарды, ствольные коробки и так далее. Каждая деталь влияет на параметры игрового оружия, а комбинировать их игрок может как угодно. Вариантов получается очень много, от маленьких ножичков из кусков металла до огромных зазубренных мечей, как у Клауда из Final Fantasy VII. Протагонист может мутировать. Достаточно очутиться в радиоактивной луже или около странного генератора, как у героя появляются мутации. По сути, аналог способностей или скиллов. Их можно условно разделить на боевые, молнии из пальцев, мухи изо рта, которые дезориентируют врагов, и исследовательские, пружинящие грибы, с помощью которых можно добраться до недостижимых участков уровня. Некоторые исследовательские мутации можно будет использовать в бою. Например, выращивать грибы под врагами, подбрасывая их в воздух. Мутируя, герой изменяется внешне. В игре будет техника, гидроциклы, воздушные шары и даже механические экзоскелеты, которые можно будет модифицировать, меняя оружие, броню и прочее. Экзоскелеты пригодятся не только в сражениях, но и в исследовании мира. Они защищают от губительного воздействия кислоты на некоторых участках пустошей. Мировоззрение главного героя определяется кармой. У него есть 2 плюса. Герой может помогать всем подряд, нести добро в мир в попытках спасти древо жизни, а может заботиться только о себе и в итоге уничтожить древо. Выглядит система кармы простовато. За фразы в диалогах и решения во время квестов игрок получает или теряет очки кармы. Во время прохождения ему будут встречаться персонажи, способные читать карму. Чтобы они помогли, нужно быть достаточно добрым или злым. Соответственно, карма значительно влияет на то, как развивается сюжет. Можно будет стать лидером племени, и не одного. Мир игры населен племенами, владеющими разными боевыми искусствами, стилем цыпленка, стилем черепахи и так далее. Им можно будет научиться у мастеров, возглавляющих племена. Кроме того, став лидером, у игрока появится возможность стравливать разные фракции, или, наоборот, объединять их под одним знаменем. У кузнечика из трейлера есть сюжетная функция. Зеленое насекомое с механическими ногами каким-то образом будет помогать протагонисту на разных этапах игры. Во время боя, судя по всему, его использовать будет нельзя, однако Джунквист случайно проговорился, что компаньона можно будет менять на других механических насекомых. Скорее всего, у кузнечика есть геймплейное значение, о котором разработчики пока просто не готовы говорить. Однако в целом это очень необычно, и что более важно, самобытная игра. Ее визуальный стиль и сеттинг сложно с чем-то сравнить.
Экшен-RPG про антропоморфных зверей-мутантов, выпускающих молнии из пальцев и стреляющих из пистолетов с 2 рук, было немного. Крафтинг оружия очень вариативен и попросту круто выглядит. Игра нарочно яркая и мультяшная. После ударов и применения мутаций на экране появляются комиксные пау-пау и зап-зап. Потенциально Biomutant вполне может стать хитом. В лиге больших экшен-РПГ в открытом мире не хватает игр, которые не воспринимают себя всерьез. Вопрос только в том, сможет ли THQ Nordic, издатель игры, донести эту мысль до игроков, а Experiment 101 доработать геймплей.